Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В сегодняшнем нашем видеоролике речь пойдет о лампаде. Итак, лампада. В переводе с греческого слова означает лампас, светильник, факел, и используется для освещения места для молитвы и обычно помещается перед иконой. Также лампада в церкви обозначает собой свет Христовой веры, свет Христов. Господь говорил: «Аз свет есть миру». И также мы все знаем, что когда приходит православная Пасха, во все концы мира из Иерусалима после Великой Субботы разъезжаются делегации паломников с благодатным огнем, от которого также зажигаются лампады во всем мире. И обычно этот огонек, он горит в многих храмах круглый год. И такие лампады называются неугасимые лампады. Мы также с вами должны помнить, что в Ветхом Завете Моисею Господь повелел создать скинию, то есть переносной храм Божий. И в этом храме также повелел сделать светильник. Этот светильник был составной. Там было 7 лампад, в которых горело масло. И тут мы видим тоже лампадку, стоящую на ножке, стационарную лампадку, в которой также горит один огонек. Лампадки, мы знаем, бывают стационарные, стоящие на одном месте. И также лампадки бывают подвесные, которые подвешиваются перед иконами. И такие лампадки можно помещать дома, в молитвенном углу, также в храме. Лампады могут быть различного размера. Они могут быть больше, меньше. В алтаре православных храмов стоит также светильник, который мы называем семисвечник. Точно так же, как в Ветхом Завете, в ветхозаветном храме он стоял точно так же. И в Новом Заветном храме, в церкви, стоит такой светильник на 7 лампад. Так располагаются лампады в алтаре большого храма. Мы видим, лампада напрестольная, стоит на престоле. Также за престолом стоит семисвечник. Как и в Ветхом Завете, 7 лампад, 7 светильников во исполнение повеления Божьего о храме. Семисвечник расположен в самом святом месте православного храма, в алтаре, как и в Ветхом Завете. Лампады могут быть разных цветов. Здесь мы видим лампадки красного цвета. Это обычно повседневные, их больше всего. Также могут быть лампадки синего либо голубого цвета, темно-синего, фиолетового. И эти лампады обычно используются в какие-то определенные периоды церковных богослужений. В Великом посту обычно лампады все в храме по традиции заменяются на темные цвета. Либо темно-синий, либо фиолетовый. Знак скромности, знак поста. Перед Пасхой опять все лампадки меняются на красные лампадки. Если приближается праздник Божьей Матери, Богородичный праздник, либо это престольный праздник храма в честь Божьей Матери, большинство лампад меняются на лампады голубого либо синего цвета в честь Божьей Матери, так называемые богослужебные цвета. Если приближается праздник в честь Святого Духа, праздник Пятидесятницы, либо Троицы по-народному, в храме лампады могут также меняться на лампады зеленого цвета в честь Святого Духа, и так же, как и богослужебные облачения. Благодарим вас за внимание, дорогие братья и сестры.